Всем привет! Это канал Scale Journal. И настало время, пожалуй, заключительного финального этапа. Сейчас я буду наносить вначале эффект масляных точек, или лазеринг по-другому. Затем по планам сколы, возможно какие-то подтеки сделаю. И в конце в самом будут пигменты. Вначале хочу еще сказать забавную штуку. В прошлый раз, когда носил декали, я забыл нанести декали, эмблемы дивизии, вот эти чертей. Странно, что никто на это не обратил внимания. Что, народ, если видите какие-то косяки, что-то пропущено, не стесняйтесь об этом писать. Мне это... Чем раньше я замечу косяк или что-то такое, тем лучше. Ну да ладно. Основная задача масляных точек — это показать воздействие природы на технику, там, выцветание на солнце, подтеки дождей, грязи, процесс выветривания так называемый, ну и прочие эффекты сопутствующие. В ход пойдут масляные краски от фирмы Wilder. Буду пробовать их первый раз, посмотрим, насколько они удобны в обращении. Ну и обычные масляные краски художественные, которые, те цвета, которые Wilder у меня нету. В общем, что-то буду показывать, что-то в процессе рассказывать. Ну, основное, что еще скажу, для нанесения потребуются две кисти, круглая кисть для нанесения на танк точек и плоская широкая кисть для растушевывания их. Какие-то можно будет растушевывать и этим. В общем, это я еще покажу. По первым ощущениям, краски от Wilder очень жидкие, текучие достаточно. По сравнению с обычным художественным маслом. Честно говоря, даже не знаю, насколько это хорошо, плохо. Сейчас попробуем, там уже будет видно. Начну эксперименты, наверное, с одного из бортов, так как здесь минимум деталей, и в принципе достаточно все просто. Примерно таким образом нанесены точки. Для растирания может потребоваться дополнительно White Spirit. Это и для очистки кисти, и для растушевывания, если там где краска достаточно сухая. На вертикальных поверхностях точки растушевываются сверху вниз по направлению движения, как стекает, допустим, вода. На горизонтальных поверхностях растушевываются круговыми движениями. Начнем здесь. Основные работы по корпусу завершены. Сейчас я еще хочу попробовать нанести вот это масло White Dust, такая легкая пыль, что ли, такой достаточно светлый. Попробую с помощью этого масла создать эффект полулегкого припыления. Я нанесу по всей поверхности танка сразу. Базовый цвет еще приглушился, камуфляж выровнялся, такое получалось некое подобие пыли. Возможно, когда высохнет еще масло, эффект немножко изменится. Что выйдет, я потом покажу на фотографии. Сейчас продолжу с нанесением этого эффекта на
оставшуюся поверхность танка. Наверное, процесс нанесения этих же точек на башню я показывать не буду. Тут, в принципе, все делается идентично, просто потом покажу готовый результат. Но сейчас, в принципе, можно сравнить то, что получилось, разница, и посмотреть разницу в цветах. Ну, в принципе, видно, что здесь камуфляж еще больше сгладился. Нет таких резких переходов, как вот на башне. Ну и, в принципе, приглушился цвет. Все, основной этап нанесения масляных точек завершен. Сейчас я подожду, пока масло подсохнет, сделаю фотографии и, наверное, приступлю к нанесению сколов. Пришло время наносить сколы. Сколы я наносить буду в два этапа, точнее, используя два цвета. Подложка скола. Для подложки скола я буду использовать желтый песочный F11, а для верхнего слоя скола буду использовать краску сколы F129. И использовать буду тоненькую кисть и единичку. В принципе, особо комментировать больше нечего. Сейчас частично что-то покажу. Процесс долгий, кропотливый, поэтому все показывать я смысла не вижу. Начну я с башни, ну а там как пойдет. Первый слой сколов для башни нанесен. Выглядит это пока что примерно так. Сейчас нужно будет пройтись по тем же самым местам, ну практически на 90% нанести, на 90% пятен нанести второй более темный цвет краски. Самое главное в сколах — это вовремя остановиться и не переборщить, иначе это будет выглядеть чересчур. Ну, в общем, я надеюсь, что остановился вовремя. Решать вам это, можете отписаться в комментариях, что думаете по этому поводу. А пока я буду наносить второй слой краски.
Ну вот, примерно таким образом выглядят сколы после нанесения второго слоя. Очень надеюсь, что я не переборщил. Ну, мне самому результат нравится. Поэтому сейчас я проделаю все то же самое, только на корпусе танка. Ну и затем уже покажу результат и продолжу работу. Пришло время к заключительному этапу работы с танком. Соответственно, сейчас я буду наносить пигменты. В основном буду использовать пигменты от фирмы Wilder, ну а также использую самодельные, которые сделаны из пастельных мелков. Основной фронт работы следующий, то есть нужно будет немного припылить сверху по корпусу, по башне, немного загрязню подвеску, сами катки и вот нижнюю часть, то что здесь внутренняя полость. Наверное, слегка добавлю пыли, грязи вот сюда. Ну и, конечно же, надо будет добавить пигмента на траке. Нанес я пигменты. Возможно, за кадром я еще что-то поделаю, но, как мне кажется, в принципе, все готово. Пигмент еще не везде подсох. В принципе, когда все подсохнет, когда последние штришки я добавлю, все будет видно хорошо на фотографиях. Но предварительно оно как-то так. Сам результатом, в принципе, доволен. С ржавчиной, конечно, на трак я, наверное, немножко переборщил. Возможно, я ее еще чуть-чуть подубавлю. Но в остальном неплохо. С винилом, конечно, пришлось немножко повозиться, чтобы он принял нужную форму. Но так, если особого внимания не обращать, то смотрится достаточно нормально. С этой стороны тоже. Как я уже говорил, по башне я и по верху корпуса я сделал совсем немножко пигментов. Здесь добавлены, не знаю, видно, не видно, подтеки топлива, там где топливные баки. Вот они, раз и два. Плюс немножко припылил сам корпус. Ну, основная работа с пигментами это были выхлопные трубы, запасные траки, ну и, естественно, подвеска. Так что пишите в комментариях, что думаете, может, чего увидите, что нужно подправить. На этом серия видео
по раннему тигру от медалиста завершена. Ну а впереди вас ждет много интересного, новые стройки. Ну а далее, наверное, будет продолжение работы с королевским тигром. Всем спасибо за просмотр. Если понравилась работа, ставьте лайк. Пока.